мне уже нравится. Вау, это просто что-то, короче, однозначно рекомендую эту краску, покупайте. Я долго думал сегодня, снимать ли вообще это видео и как его назвать, и говорить ли это слово или нет, потому что это слово на букву «К», а я, скорее всего, написал и название, буду говорить его на протяжении всего видео. Это слово на самом деле запрещено Ютубом, как и ряд других слов, также с не очень хорошими ассоциациями. Вот. Но YouTube за это слово лишает монетизации на видео из-за рекламодателей и так далее. Но YouTube не сможет тебя лишить того, чего у тебя нет, поэтому сегодня мы поговорим о крови. О том, как нарисовать брызги крови на миниатюре, о том, как нарисовать кровь максимально приближенной к реальной, и какие для этого есть способы, то есть, как сделать, например, брызги крови, потому что я столкнулся, например, с тем, как нарисовать кровь, прикольно, интересно. Опять же, чуть ли не в первые свои, на первых своих шагах, потому что на тех же самых хаунтах мне уже нужно было рисовать кровь, а это, наверное, не, ну, если не одни из первых, то там не первый, так вот одни из первых моих миниатюр, поэтому пришлось рисовать им кровь на их клинках. И я задался вопросом, как это сделать лучше всего, и решение нашел, решение мне понравилось. Первую свою кровь я рисовал так. Я брал вот этот вот красный цвет, вот, брал кисточку, которую мне не жалко, обычно это кисточки от Цитадели, это не реклама, просто их не жалко, потому что они полное говно. И я их использую по черновые работы, не советую их вам покупать точно. Они у меня были в наборах, что это, что вот это, хотя вот это вот, они в одинаковых были наборах, но почему-то они разные, потому что, нет, вот это у меня осталось от хаунтов, вот это было в наборе с красками. Ну, это посерьезнее, конечно. Но у них один смысл, то есть одинаково плохой ворс. Ворс — это синтетика обычная, которая портится, гнется, ломается и не восстанавливается. Вот, то есть как вот таким вот кончиком можно что-то покрасить, это очень хороший вопрос, поэтому они тупо у меня черновые, а вот это я вообще использую для такого мини-драйбраша, где он нужен прям вот точечно. Я использую эту кисточку. Ну, в общем, я взял, можно брать чисто красный, можно замешать с черным, чтобы был еще более темно-красный оттенок, потому что вы знаете, кровь, когда она застывшая, она мало того, что изначально достаточно красно-темная, такая бордовая, то когда она застывает, она становится прям действительно более темной. Поэтому имеет смысл добавлять немножко черного цвета в красную краску. В общем, набираете для ее в кисточку, то есть просто промакиваете в ней кисточку. Даже не знаю в каких пропорциях, ну, наверное, много, да. Вы видите так, чтобы было прям вот такая увесистая капелька, быть может, да. Но не до такой же степени, да, такая. В общем, чтобы краска была на кисточке в хорошем объеме. И берете зубочистку или, не знаю, там другую ненужную кисточку. Ну, лучше всего пойдет зубочистка обычная. Вот у вас здесь краска, и вы просто делаете вот такое вот движение, так как показать. Вот так вот. Просто бьете зубочисткой по кисточке, именно по щетинкам. И получается, что кровь брызгает на миниатюру. При этом можно закрыть все элементы, на которые вы хотите, чтобы не попала кровь. И тогда все будет четко, капельки попадут ровно туда, куда они должны попасть. И они будут максимально, то есть выглядят максимально реалистично в том плане, что они будут разбросаны и в рандомном порядке, и как будто вот реально кровь. Потому что если вы попытаетесь воздать этот эффект путем просто рисования на миниатюре, там каких-то капелек и всего другого, это будет неестественно, это будет не очень прикольно, и сразу будет видно, что вы это нарисовали, и это будет выглядеть искусственно и, ну, не очень прикольно, не очень прикольно. Конечно, можно, если вы не хотите использовать мой способ, можно использовать все что угодно, можно и как нарисовать. Я не спорю, нарисовать кровь можно очень круто, очень здорово, но это надо уметь. И это не очень быстро, запарно, и порой нужно париться, да, но вот в этом вот смысле, когда есть вот такой простой способ, и он не один, о котором я вам сегодня расскажу. Когда есть вот такой вот простой способ, зачем изобретать
колесо, когда можно все сделать просто и достаточно интересно, и, мне кажется, даже более интересно, чем просто нарисовать, потому что выглядит более естественно, как бы краска просто в случайном порядке. Можно даже ничего не закрывать, а вообще на всю миниатюру ее бахать, да. Вот, например, вот на этих миниатюрах, на зомби, которых я сейчас крашу, я кровь рисовал, я ее делал так, чуть-чуть драйбрашиком, чтобы она была такая аккуратненькая, не сильно выделяющаяся. Я, может, ее буду дорабатывать, я еще не знаю. Но в любом случае я рисовал ее аккуратно, осторожно, так вот в отдельных местах. Поэтому вот в таких случаях, когда вам надо не именно не брызги показать, а просто что там зомби ходил там по крови и у него осталась кровь на ботинках, в таком случае можно использовать, например, там грязный способ драйбраша, просто так же кровавым цветом, либо просто нарисовать с помощью кисточки кровь и не париться. Сегодня у меня в ассортименте мне дали на обзорчик вот такую вот красочку. Первый раз имею с ней дело. Это Blood for the Blood God, то есть кровь для бога крови. И мне сказали, это лучшая кровавая краска, которая только может быть. Это техническая краска от Citadel. Вот вы видите, написано Technical. Вот. Только здесь написано Color, я не знаю, по-моему, так пишут на контрасте, но здесь не написано контраст, по-моему, все окей. Я точно не знаю, но какая есть, такая есть. Поэтому сегодня попробуем ее на нашей миниатюре, покрашенной за $1. Если вы не видели это видео легендарное, посмотрите. Очень прикольно получилось. Но я этой миниатюрой не пользуюсь, она у меня, как я и говорил, черновая. Это технолог, который мне не жалко, поэтому на нем сегодня затестим вот эту вот красочку. И посмотрим, что же лучше, рисовать красочку там какими-то подручными способами, мешая там красный с черным, либо использовать вот эту краску, но ее мне очень хвалили и говорили, это вот must have, техническая краска для любого художника, потому что она четкая и классно рисует кровь, очень реалистично. Пошлите попробуем ее и выясним, так ли это на самом деле или нет. Я что-то решил, я не буду переворачивать камеру, давайте прям в таком лайв-режиме, у меня здесь все есть, палитра, сама кровь, все есть, вода, вот, в баночке из-под икры. В общем, я думаю, надо ее встряхнуть. Беру тонкую кисточку и сейчас попробуем ее в деле. Обязательно трясите краску, любую, хорошо трясите. Все, я думаю, достаточно. Открываем ее. Вот, как вы видите. Так, я потом вам покажу, как она выглядит. Так, очень интересная консистенция. Так. Давайте вот такое количество. Вот. Нанес. Давайте попробуем куда-нибудь бахнуть. Вот так. Вау. Вау, мне уже нравится. Ого. Почему-то на кисточке она очень яркая, будто не настоящая кровь. Но на миниатюре, сейчас покажу. То есть это выглядит вот таким вот образом. Я нарисовал ее вот здесь, вот эту линию. И вы только посмотрите. Действительно, посмотрите, какая она яркая, достаточно яркая здесь. И какая она стала темная вот здесь. Но, скорее всего, она просто подмешалась под цвет кожи и стала такая более темная. Так, рекламная интеграция плохого обувного магазина, но что поделать. Вот, короче, как-то так. Блин, это просто бомба. Я не ожидал, что будет так прикольно. Вау, это просто пушка. Очень реалистично. Как вам? Что скажете? Напишите свое мнение в комментариях. Я очень доволен, и это очень неожиданно. Ну, точнее, как неожиданно. Конечно, ожидаемо это все, потому что очень многие рекомендовали эту краску. Сейчас я вам открою, покажу. Покажу. Давай. Одной рукой очень неудобно. В общем, смотрите, как она. Прям реально выглядит очень яркая. Здесь прям как будто красная, но на самом деле она такая в жизни более темная. Но а на миниатюре она выглядит просто бомбовски, еще более темная.
И вот прям такая, как надо, прям как вот настоящая кровь. Так, я решил еще капнуть, типа сделать такую капельку. И вы просто посмотрите на это. Очень реалистично выглядит. И капелька прям сформировалась в капельку, а не растеклась по всей миниатюре. Посмотрите, какая она четкая. Я просто в шоке. Да, однозначно этот способ покраски крови великолепен, и я однозначно вам его рекомендую. Вы только посмотрите, что получилось. Вау, это просто что-то, короче, однозначно рекомендую эту краску, покупайте. Вот такое у нас видео о том, как я вам рассказал про, как я рисовал кровь до этого, и мой первый опыт с кровью из баночки, техническая краска от Стадели. И как вы слышали по моей реакции, результатом я очень доволен. И решать, конечно, вам, каким способом вам красить, но однозначно попробовать его я очень рекомендую, потому что это реально бомба, и такой эффект вам будет очень сложно нарисовать, поэтому купите, не пожалейте денег, и она вам может, в принципе, заменить все. Поэтому не реклама, опять же, я использую как и с обычной краской, так и с такой. Кстати, смотрите, они по цвету не сильно-то и отличаются. Нет, это темнее, конечно. Но в любом случае она очень круто ложится, мне прям очень понравилось. Поэтому вот такое у нас видео. Рисуйте кровь на своих миниатюрах. Это очень крутой и интересный эффект и важный элемент на миниатюре, придающий ей более живой вид. Поэтому используйте его, красьте ваши миниатюры с умом, и будут получаться у вас вот такие прикольные штуки.